Добрый день, дорогие водолеи! Добро пожаловать на мой канал, и это ваш гороскоп на февраль 2026 года. Да, дорогие, присаживайтесь поудобнее, будем планировать этот интересный месяц. Коридор затмения на растущем лунном цикле, ретроградный Меркурий, разворот Урана и Сатурн, переходящий в знак Овна, все это нас с вами ждет в феврале. Каким он будет для каждой декады водолеев – сейчас расскажу. Также здесь будет информация для всех водолеев, которую невозможно поделить ни по декадам, ни на тайм-коды. Поэтому, мои дорогие, у вас не так много времени, чтобы записать, что же все-таки случится, но большая часть все-таки будет зависеть от каждого отдельного человека, потому что мой гороскоп можно слить в трубу, если вы будете сидеть и ждать и ничего не делать. Хотя, если в этом феврале водолеи будут сидеть и ничего не делать, если говорить про водолеев первой и третьей декады, и даже для второй декады, то это будет месяцем поистине разрушающим. Поэтому здесь, мои дорогие, я все-таки за то, чтобы вы вот так вот просто засучили рукава и включились максимально, тогда этот месяц будет вашим, он будет продуктивным, он будет классным, и вы сами себе скажете, какой я классный и какая я молодец. Ну что, дорогие, готовы? Этот гороскоп можно смотреть как по Солнцу, так и по асценденту. Если вы смотрите по Солнцу, то водолеи первой декады, все те, кто родился в январе, водолеи второй декады, если вы родились с 1 по 10 февраля, и водолеи третьей декады по Солнцу, если вы родились с 11 февраля и до знака зодиака Рыбы. Если вы смотрите по асценденту, тогда 30 градусов знака Водолей делите на 3 равных отрезка. Если ваш асцендент попадает с 1 по 10 градус – это первая декада, если с 11 по 20 – это вторая декада, и если с 21 по 30 – тогда вы третья декада водолеев по асценденту. Ну что, готовы? Поехали! Мы включаем этот месяц 1 февраля календарно. Но опять же, у нас многие события начинают складываться еще с 26 января. У нас там на небе соединяется Марс с Плутоном. Вот это тот самый аспект, который может принести все разрушение. Если вы смотрели мой гороскоп «Осень силы» в 2024 году, или же вы смотрели мой гороскоп «Весна» 2025 года, «Весна действий», то тогда вы знаете уже, что аспект Марс-Плутона – это невероятной силы аспект, который может привнести нам всего, чего мы только захотим, если мы будем делать. Либо же это аспект разрушения. Я всегда за то, чтобы не разрушать свою жизнь, потому что если с таким аспектом в знаке Водолей в первой декаде ничего не делать, то это реально будет разрушение. Ссоры, скандалы, споры и может дойти до драк. Поэтому здесь Водолей первой декады, вы в этом феврале, первую его неделю вообще должны быть максимально собраны, включиться в работу, в дела, действия. Марс-Плутон – это хороший аспект для работы в бизнесе, для завоевания новых позиций, для устройства на работу, в том числе, когда нам нужен такой большой, мощный объем сильной, такой даже агрессивной энергии, направить в нужное русло. Если, например, мы берем новую должность, мы устраиваемся на работу, и нам нужно максимально себя проявить, заработать много денег. Потрясающий аспект. И вот с 1 февраля эта история начинает очень сильно работать. И вот сейчас на секундочку представьте, если в вашей жизни этого не будет. Куда будет деваться эта энергия? Куда? Конечно же, на ссоры, скандалы в личной жизни, в ругании может привести к разводу. Точно так же водолеи первой декады. Поэтому максимально уже сейчас записываю специально пораньше для того, чтобы вы спланировали свое время и в феврале были максимально заняты. Если вы хотели найти новую работу, давайте ускоряйтесь, ищите новую работу. Работы очень много, хотя бы просто устройтесь куда-то, потом поменяйте, потом поменяйте, потому что еще будет окно возможностей в 2026 году поменять работу, если вдруг это оказалось не та, но это будет та самая. Зачем вы так долго выбираете? Перестаньте так долго выбирать.
Опять же, хорошая история для работы, для финансов, для ускорения в будущее 100%. Это водолеи первой декады. Водолеи второй декады у вас на начало февраля такой большой мощный момент. Вообще-то, на самом-то деле, у нас с 1 февраля полнолуние. Работает вот как раз-таки ось льва в водолее. И очень сильно мощно будет работать с водолеями второй декады именно это полнолуние. То есть 1 февраля водолеи второй декады проснутся и скажут: так, что у меня с жизнью, что у меня с финансами, понимаете, о чем я говорю, да, то есть на свои дни рождения, водолеи второй декады, вы как раз-таки первую неделю февраля будете думать, что же вы хотите. Ваша любовь, ваши отношения, какими они у вас были в 2025 году, вам захочется все поменять. Либо эти отношения, либо что у вас было в этих отношениях. Но, опять же, если вы не собрались менять партнера, потому что если вы уходите из отношений на каком-то разрыве, на какой-то такой критической ситуации, состоянии развода, посмотрите, что вас привело к этому разводу. Потому что развестись и разойтись вы можете, но вопрос нерешенный никуда не денется, и в новых отношениях обязательно появится снова. Поэтому здесь понимайте, что вы хотите видеть в своей жизни: работа, карьера, будущее, любовь, отношения. Очень большие вопросики к своему мировоззрению, к своей жизни будут у водолея второй декады на начало февраля и первую неделю февраля в том числе. Поэтому здесь не нужно делать необдуманные покупки, какие-то легкие для того, чтобы пустить пыль в глаза. Сделайте поистине важное для себя, что вам нужно. Если у вас необходимость в финансах, найдите себе работу, которая вам будет нравиться и приносить вам те самые деньги для того, чтобы вам было хорошо. Настройте свои отношения для того, чтобы не поругаться и не пойти никуда дальше. Водолей третьей декады. Полнолуние 1 февраля, конечно же, задаст такой большой, мощный, очень сильный ориентир на вообще весь февраль, но, опять же, здесь история связана с Ураном, который в третьей декаде Тельца, то есть на выходе, и делает фактически аспект, это квадратура Солнцем Водолея в третьей декады. Это резкие обнуления, изменения своей жизни, поэтому, дорогие Водолеи третьей декады, если ваша жизнь сейчас очень сильно и резко меняется, отсекаются отношения старые, работа, вас попросили уйти с работы, вам сказали, что ваш проект закрывается, вдруг она вам стала неинтересна, срочно ищем новую работу. Я не могу обещать, что до конца апреля 2026 года вы сможете найти ту самую работу, которая будет оправдывать ваши ожидания. Скорее всего, если вы сейчас что-то найдете, то до конца апреля у вас будет внутреннее состояние того, что либо у вас будет там такой испытательный срок, у вас будет такое ощущение настроения, что вот как-то оно не то. Но в конце апреля как будто щелкнет, и вы скажете себе: так все же хорошо, а чего это я придирался? Потому что вот такой момент сейчас будет у водолеев третьей декады в жизни для того, чтобы посмотреть на жизнь под другим углом. Не для того, чтобы вас научить, для того, чтобы вы поняли, что вы очень компетентный, профессиональный человек, но почему-то на свой возраст и момент боитесь реализоваться по-взрослому. И этот момент вам нужен для взросления, дорогие водолеи третьей декады. Ничего личного, просто нужно повзрослеть. И если на настоящий момент жизни вам сейчас сложно, это я сейчас всем водолеям говорю, водолеям первой, второй и третьей декады, и вот думайте про эту информацию в феврале, ну вот над этой фразой, но так оно и есть. Почему людям живется сложно во взрослой жизни, там 35 плюс, 40, 45, 50? Почему? Особенно в возрасте плюс-минус 40. Детям, которые не подросли, очень тяжело живется во взрослой жизни. Поэтому, дорогие водолеи, и первой, и второй, и третьей декады, этот февраль вам нужен для того, чтобы повзрослеть, стать больше, понять, что вы знаете, что вы умеете, что вы переходите в новую фазу своей жизни, и нужно наконец-таки это сделать по-взрослому. Невозможно в 40 лет плюс-минус. Меня смотрят как и 35, но вы уже тоже начинаете задумываться и задавать себе вопросики, почему же перестало быть так легко, как в 20, и хочется вернуться в 20. Но так не бывает, мои дорогие. Каждый возраст своей жизни нужно ценить. И это вот такая история. И когда вам 46, и вы думаете, ну когда же закончатся эти кризисы? Посмотрите на тот уровень ответственности, который есть у вас, и на самом-то деле живете ли вы так, согласно своему уровню ответственности. Почему?
Почему я вообще про это говорю? Потому что у нас еще в первой неделе февраля разворачивается ваш управитель Уран. 4 февраля он выходит из ретроградного движения и начинает быстро двигаться по Тельцу, и 26 апреля 2026 года меняет знак на Близнецы. Что будет здесь? Уйдет вот это напряженное влияние от Водолеев третьей декады, но придет потрясающее гармоничное влияние на Водолеев первой декады. И здесь можно будет очень сильно много чего пропустить. Не надо пропускать. Нужно наконец-таки фокус на себя в этом феврале и начать делать то, что вы откладывали до сих пор. Плюсом у нас еще 10 февраля еще и Венера меняет знак из Водолея, переходит в Рыбы. И если ваша позиция с 20 января по 10 февраля как раз-таки будет такая легкая в отношениях, с долей пофигизма, ничего не решать, это я сейчас всем водолеям и первой, и второй, и третьей декады говорю, если вы пустили свои отношения на самотек, если вы пустили свои финансы, что как-то вот оно решится само, не решится, дорогие. Вам нужно брать ответственность в свои руки, и только с вашим влиянием это все поменяется. Сейчас вы меня слышите такие, так, надо переключить это видео, потому что это не тот гороскоп, который я хочу услышать. Но на оголдело позитивном гороскопе этот февраль не проскочить, мои дорогие, потому что это финальная петля завершения всех планет. И да, следующим аспектом у нас будет 14 февраля Сатурн меняет знак. Он переходит в знак Овна и включается окно возможностей до весны 2028 года потрясающее влияние для водолеев. То есть Сатурн – это приобретение недвижимости, получение той самой должности. Но у водолеев первой декады уже в начале февраля будет вот эта история, нотка, чувство, настроение, что я иду туда, выбираю ту самую работу, которую хочу. Да? Понимаете, о чем я говорю? И вот на чуть больше, чем 2 года Сатурн будет идти по Овну. Абсолютно гармоничные аспекты для водолеев на приобретение недвижимости. В большом гороскопе на 2026 год. Я, кстати, это рассказала и забежала даже на 2027 год. Поэтому здесь посмотрите, в конце ролика прикреплю это видео. И да, мои дорогие, приобретение недвижимости, получение тех самых финансов, которые нужны от вашей жизни, той самой должности, работы мечты, которую вы не можете найти для того, чтобы пристроить все свои навыки, таланты. Кто-то захочет открыть бизнес. У водолеев первой декады вообще история очень хорошая. Еще и Плутон идет по первой декаде водолеев и максимально заставляет двигаться вперед, и нужно таки идти в свою реализацию. И да, в середине февраля все будут чувствовать вот как раз-таки большой, мощный приток энергии. И что дальше? У нас с вами коридор затмений с 17 февраля по 3 марта 2026 года. Это коридор затмений, который начинается с новолуния в Водолее. Чувствуете, дорогие, да? Новолуние в Водолее – это те самые мощные, сильные и интересные эмоции. Включайте свой знак в этот коридор затмений, включайте свои лучшие стороны – делайте на них упор. Это ускорение, это умение видеть будущее, свой интеллект, все свои таланты, которые вы прятали. И здесь ускоряйтесь. Работы предстоит очень много. Отношения не пускайте на самотек. Не будьте инфантильными в финансах. То есть я не скажу вам, что нужно тратить свои деньги в феврале на какие-то свои прихоти и хотелки. Нет. Я за то, чтобы вообще в феврале прям максимально поберечь свои финансы для водолеев всех декад. Они вам, поверьте, ваши деньги еще пригодятся. И если ваша вторая половинка просит нечто такого большого, мощного и грандиозного, то здесь просто таки понимайте, на что пойдут ваши средства, да, постарайтесь максимально объяснить, возможно, максимально отложить. Но опять же, это общий гороскоп, и если лично у вас есть какие-то вот свои аспекты, пишите в комментариях, то есть свои аспекты и желание что-то там такое очень мощное, важное приобрести, пишите в комментариях свою дату, время, место рождения и ваш вопрос. Потому что, например, приобретение недвижимости очень хорошая история, она не будет даваться легко в этом феврале, но она все-таки получится. И это стабильная покупка, которую я рекомендую. Приобретение автомобиля – это тоже покупка, которая вам нужна, но нужно иметь четко ответственность, кто за это будет платить. Если за это будете платить вы, у вас все получится. А если вы оставите это на волю случая по-водолейски, так не получится. Понимаете, о чем я? Вы либо делаете выбор, принимаете решение, либо нет. И здесь в феврале нужно быть очень четко, включить свой характер, включить весь свой интеллект,
включить все свои действия и ускорение водолейское. Ну, то есть это тот самый случай, когда водолей спешит на самолет, но вы понимаете, что вы не опаздываете, да? Хоть, напишите мне, хоть один водолей опоздал на самолет. Я сомневаюсь, что такие будут, но если это только очень нерасторопный водолей, который ни дня своей жизни по солнцу не прожил. Но на самом деле включайте все свои лучшие водолейские качества. Весь свой негатив вы и так знаете, оставьте его, не знаю, на разбор депрессивных состояний в марте. И то лучше это убрать, с собой разобраться, записать в книжечку и попрощаться со всеми своими негативными какими-то моментами, отложить их куда-то туда, когда у вас будет время для меланхолии. А вообще февраль для того, чтобы собраться, ускориться и Водолей первой, второй, третьей декады. Буду сейчас всем говорить. Почему? При всем при этом у всех свои сопутствующие события, я про них уже рассказала, но на этот коридор затмений, что мы на самом-то деле делаем. 17 февраля включается коридор затмений, и новолуние в Водолее у нас это с вами. Водолей первой декады. Максимальный заработок денег, максимальное проектирование в будущее. Не уходим в легкие состояния, от всего отказаться, уйти, развестись для того, чтобы было попроще, полегче. Максимально держимся за свою стабильность. Включаем свои качества, навыки, таланта и вгрызаемся в эту жизнь, получаем свое. Водолей второй декады. Включаем свои творческие таланты, мотивы деятельности для того, чтобы получилось. Подключаем связи. И если вы давно планировали стать человеком в коллективе, нарабатываем себе коллектив. История хороша с блогерами, история хороша в какой-то научной деятельности, творческие проекты, блогерство, музыкальные проекты, все, что связано с творческой историей, будет очень хорошо получаться. Журналистика сюда же, Водолей второй декады, поэтому здесь раскрываем максимально свои таланты в написательской деятельности для того, чтобы у вас все случилось хорошо. Включайте свои таланты в Водолей, чтобы было максимально красиво. Не уходите в ссоры, в скандалы. Получится хорошо. Но если вы, Водолей второй декады, сможете договориться, то у вас включается такой вот очень классный аспект с Юпитером. Он работает здесь косвенно через кармический аспект. У меня не все настроены, но я здесь их вижу. На самом-то деле эта история будет ускорять вас вперед, ваше развитие, ваша популярность, ваш будущий переезд, расширение масштаба вашей личности, вашего социального влияния в том числе, продуктивность в работе и возможная смена работы в последующем, которая будет для вас идти в плюс к репутации как классного специалиста. Водолей третьей декады. Ни в коем случае нельзя бросать все. То есть захочется бросить все, обнулиться, но понимаете, ради чего, ради какой цели. Потому что вы видите, скорее всего, вот это мощное напряжение. Здесь можно бросить все, уйти, расстаться со всеми, попрощаться. Но опять же, если вы делаете это ради будущего, ради новой работы, это очень хорошая история. Если вы делаете это для того, чтобы просто сбросить балласт, кому-то насолить, как-то вот отказаться от ответственности будет сложновато. Здесь, даже если вы закрываете одну дверь, открывайте другую дверь, более продуктивную, более интересную, нарабатывайте навыки, компетенции, вытаскивайте свой лучший опыт для того, чтобы это пошло у вас в плюс, не уходите в депрессивное состояние, захочется. Вот таким будет у каждой декады Водолея в коридор затмений. Плюсом у нас с 26 февраля включается ретроградный Меркурий. С 26 февраля по 20 марта. О чем эта история? Это история о том, чтобы мы договорились. Ретроградный Меркурий будет идти по третьей декаде рыб, развернется большое количество времени пройдет во второй декаде, и все-таки в первой декаде рыб он тоже будет. Здесь о чем вопросики, да? Здесь, конечно же, про умение увидеть ситуацию издалека, такой, какая она будет. Ретроградный Меркурий будет в соединении с Венерой, в гармоничном аспекте с Ураном. А это говорит о том, что у всех водолеев получится наладить свою историю с финансами, если вы будете крутиться, наладить свои отношения, если вы в этом заинтересованы, и вы понимаете, что в отношениях виноваты двое, что оба повели себя некрасиво. Опять же, здесь нужно это четко понимать,
потому что и Юпитер в гармоничном аспекте к ретроградному Меркурию и Венере, понимаете, что это будущие положительные возможности не рушить все, а просто перейти на новый уровень ваших отношений. Понимаете, я о чем говорю? И да, а, водолей всех декад в этом феврале, в период ретроградного Меркурия, очень хорошая история начать все-таки разбираться в финансах, считать финансы, свое терпение в них все-таки прорабатывать, уходить на новые должности, на новые заработки, да, на новый уровень ответственности и расти как личность. Тогда у вас получится очень хорошо. Напоминаю, что это коридор затмений на растущем лунном цикле. А это история того, что если мы не сдаемся, а наоборот ускоряемся и поднимаемся, у нас получается легче. Это когда у нас сила и эмоции к концу февраля должны расти. И ретроградный Меркурий – это лишь вопросик в этот раз о том, что у нас есть такая лазейка договориться. Если мы способны договориться, то мы этот февраль сделаем таким, как хочется нам. Я, дорогие водолеи, считаю, что у вас все получится. Здесь, конечно же, нужно проявить невероятное терпение, но все-таки вы терпеливый знак, у вас второй ваш управитель – это Сатурн, и это тоже нужно понимать. Занудство – это не всегда плохо, терпение – это отлично для этого февраля, поэтому продолжайте делать свое дело, но выходите на новый уровень для того, чтобы свою планку поднять. И потом она поднимется в марте еще выше, а в апреле как стартанете, и будет просто потрясающе. Вот такой гороскоп на февраль, дорогие водолеи. И я желаю вам только всего самого потрясающего. По классике в конце актуальные ролики, если вы их еще не смотрели, посмотрите, примите верное решение. Ну а если остались вопросы, оставляйте в комментариях. И увидимся с вами в следующем ролике. Пока-пока.